Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка с Wildberries. Закупилась кое-чем. Решила с вами поделиться своими покупочками. В основном товары для кухни, ну и кое-что еще для личного пользования. Начнем мы с этой коробочки. Набор столовых приборов на 6 персон, 24 предмета, стоимость 1073 рубля. Это по скидке, как видите, история цены. Вот. Вначале он стоил 1641 рубль, этот наборчик. И сейчас очень хорошая цена. Это хорошая покупка. Характеристики, описание посмотрим сразу же. Цвет серебристый, нержавеющая сталь, производитель Китай, 6 вилок, большие ложки 6 штук, маленькие ложки 6 штук и ножи 6 штук. Вес упаковки 800 грамм. Давайте открывать. Так, берем телефон, чтобы нам ничего не мешало. Посмотрим, что нам пришло. Вот, ребята. Сами видите, как упаковано. Каждая вилочка, ложечка в отдельном пакетике. Давайте посмотрим, что у нас тут. Начнем с ложек. Толщина нормальная. Ложечка такая тяжеленькая, нелегкая. Края обработаны. Все нормально. Такая вот изящная ручка. Думаю, будет удобно пользоваться. Взяла я этот набор именно из-за такого интересного дизайна. Посмотрите, ложки, они как будто чуть-чуть квадратной формы. Качество хорошее, мне нравится. Дальше посмотрим вилочку. Вилочка. Элегантный дизайн. Утонченная шейка. Там чуть расширяется, опять утончается. Красота. За такую цену это просто находка. Давайте посмотрим ложечку. Чайную. Чайная, да, ложка называется. Тоже такая квадратная форма слегка. Такой вот наборчик. Ложечки такие не маленькие, я скажу вам. Красивые. Очень красивый набор. И ножик. Ножик больше всего понравился моей дочке. Из-за своей формы. Вот эти зазубринки, они хорошо режут. Несмотря на то, что нож не предназначен для нарезки. Он предназначен для масла или для каких-нибудь не жестких продуктов, которые можно разрезать на тарелке во время приема пищи. Я не ожидала, конечно, увидеть такое качество в таком недорогом наборе. Все по 6 штук, все проверяла. Очень быстро пришел набор. Где-то я заказывала его вечером, а на следующий день вечером он уже мне пришло сообщение, что мой товар доставлен. Я не вижу никаких недочетов. Все нормально. Все замечательно. Вот. Мой наборчик. Не стыдно поставить на стол. Вещь стоящая. Я очень довольна. Уже, наверное, не знаю, 3 раза это повторила. Но мне действительно это очень нравится. Что у нас пишут на коробочке? Набор столовых приборов. Серебристый. Количество 24. Wildberries. Вот такая обычная коробка. Ничего примечательного. Лишь бы все доехало. Заклеенная просто скотчем здесь была. И все. Ну вот, друзья, мы переходим с вами к следующему товару нашей сегодняшней распаковки. Вот такой вот набор также присутствует на сайте.
Мне он понравился больше, но моим близким понравился больше предыдущий набор. У него более круглые края, что понравилось моим близким. А этот более такой строгий, видите, у него квадратные края, он более такой четкий. Мне он больше, конечно, понравился, но победило большинство. Поэтому мне пришлось заказать предыдущий. И еще победило то, что этот товар на 500 рублей дороже. Вот. Поэтому пришлось все-таки купить. По характеристикам вес товара с упаковкой немного тяжелее, 1150 граммов, а предыдущий набор весил 800, наверное, потому что у него более тонкие края. За счет этого он весил немного легче, но, поверьте мне, он не легкий. Производитель также Китай, также 24 предмета в наборе, серебристый цвет. Фирма Piatti. Кому интересно, пожалуйста. Вот такой вот ножичек. Секирью производитель. Нож называется Деба из-за своей формы. Односторонняя заточка у ножа. Нож Секиру Киото, односторонняя заточка, 285, 150 на 47 миллиметров. Нержавеющая сталь, ручка, дерево, по-моему, магнолия, что-то такое. Серия Секиру Киото. Это японские ножи в самом классическом исполнении. Светлая деревянная ручка. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 420 G2. Японская сталь, она достаточно мягкая, поэтому нож затачивать придется часто. При этом нож затачивается достаточно легко, буквально несколько движений, потому что сталь мягкая, она легко затачивается, но и легко затупляется. Я его взяла как топорик. Я его буду использовать как топорик, перерубать кости для сложных работ на кухне. Вот такой, видите, односторонняя заточка. У него с этой стороны он вообще не заточен, а вот с этой стороны идет заточка. Вот такой вот японский нож. Ручки у них очень быстро портятся, но их легко заменить. Вот. Очень хорошо рубить зелень, мне очень нравится. Любые кости, курицу разделать спокойно. Рыбу разделать тоже очень великолепно справляется. Вот. Потом слегка так раз-два подточил, и все, и он опять в рабочем состоянии. Замечательный нож. Топорики, знаете, они такие увесистые, объемные. А мне нравится. Он может выполнять работу топорика, и при этом он небольшой. Для женской руки самое то. Перейдем к следующему товару. Следующая моя покупочка — это вот такой вот замечательный нож Таллер. Это слайсер, он достаточно длинный. Сейчас я вытащу и покажу его вам. Длина лезвия 20 сантиметров. Нержавеющая сталь, та же, что и в предыдущем ноже. Это японская сталь 420S45. Ну, для слайсера, я думаю, это будет достаточно этой твердости стали, потому что слайсерами мы пользуемся не часто. Я в основном использую этот нож как нож для хлеба. Ну, что-то порезать такое, нарезать, нарезочку, тоненько порезать, колбаску и так далее. Так, вот такой вот длинный нож. Что нам пишут об этом ноже? Нож-слайсер 32 сантиметра, нержавеющая сталь, подарочной упаковке. Стоимость сейчас на данный момент 846 рублей. Я покупала этот слайсер вообще за смешную цену, буквально за 250 рублей. Не знаю, верите вы мне или нет. Купила этот нож, потому что цена была просто смехотворной. Смотрите, ручка — это дерево, деревянная, пропитанная какими-то смолами. Она уже не будет напитывать в себя запахи, как предыдущий нож. Ручка у него не обработанная. Вот. Антибактериальное покрытие, цвет Венге, нержавеющая сталь, слайсер для идеальной нарезки. Оттачивать можно как на точильном камне, так и использовать муссат. Рекомендуется ручная мойка, то есть в посудомоечную машину лучше не погружать нож.
Основной приятный момент этого ножа — это то, что он мне достался буквально за копейки. Вот. Так бы, наверное, я его не купила, как вам сказать. Слайсер дома необходим, он нужен. Да, его мы используем редко, но все равно используем. Приходится когда-то подтягивать этот нож для работы. Потому что не всегда шеф-нож справляется с теми задачами, которые приходится выполнять на кухне. Нож полезен. Следующий. Давайте перейдем к следующему моему помощнику на кухне, который также очень мне нравится. Это вот такой вот шеф-нож. Очень хорошего качества. Рукоять обработанная, прослужит очень долго. Это вот такой шеф-нож, 8 дюймов. Сталь здесь уже получше, 50 CR15 мов. Твердость стали 56, плюс-минус 2. Это означает, что сталь здесь неплохая, она будет достаточно неплохо держать заточку, но где-то через 4-5 месяцев после интенсивной работы с этим ножом придется его подтачивать. Вот хочу продемонстрировать вам рукоять. Рукоять небольшая, очень хорошо подойдет для женской руки и для небольшой такой руки. Вот. Смотрите, здесь идет цельная сталь, и в него, я так понимаю, вставлен вот этот кусочек материала, который, собственно, является рукоятью. Хороший дизайн, мне очень нравится. Вот эта выпуклость, она специально предназначена для того, чтобы нож не скользил в руке, чтобы удобно было его держать. Также у этих ножей есть и другие разновидности ножей. Есть совсем маленькие 3,5 дюйма, 5 дюймов, 7 дюймов. Это сантоку с закругленным носиком. Ой, вы не видите. С закругленным носиком вот это сантоку. Он 7 дюймов, он немного поменьше. Этот нож очень большой, у него 20 сантиметров лезвия. Общая длина, ну не знаю, сами посмотрите, сколько будет. Ну, шеф-нож, он должен быть таким большим. Я покупала этот нож, ну, примерно где-то за 800 рублей, не дороже, по хорошей скидке. А сейчас, смотрите, есть набор на сайте. Это такой же шеф-нож, как у меня, и универсальный нож. Вместе они стоят почти 4000 рублей. Но это потому что сейчас скидок нет. И покупать не очень выгодно сейчас этот нож. Приступим к другой покупочке. Еще я купила вот такой вот нож для нарезки капусты. Очень хорошо шинкует, очень тонко. Отличный нож, мне он очень нравится. Покупала я его где-то примерно за 400 рублей. Долго на нем останавливаться не будем. Ну, просто нож для капусты. Еще вот такой вот ухват для жарки. Очень качественный. Его я покупала, ну, примерно за 180 рублей, уже не помню. Решила вам показать. Здесь такие силиконовые вставки. Нержавеющая сталь. Он не короткий, такой длинненький. Как раз я такое хотела, чтобы рука от сковороды была подальше. Дальше, ребята, я взяла вот такие вот витаминки. Мультивитамин. Значит, здесь комплекс витаминов группы В. Ну, а в основном здесь написано, что это витамин С плюс железо. Этого я не заметила. Ну, на весну пойдет. Весной необходимо пропить какие-то витаминки. Пробую. Я все время какие-то покупаю, пробую витамины. Здесь написан состав. Можете поставить на паузу и почитать. Стоимость этого мультивитамина где-то 360-380 рублей. Не помню уже. По скидке брала также. И еще у меня есть вот такой вот термометр электронный. Буду его испытывать. Стоимость этого термометра где-то 250 рублей. 200-250 рублей. Вот такой вот термометр. Он небольшой, совсем маленького размера. Давайте я вам покажу, как он выглядит без упаковки.
У меня в основном были ртутные градусники, но вот решила взять электронный. У него здесь такое мягкое основание, оно гнется. Лучше, конечно, измерять во рту. Нажимаешь на кнопочку. Здесь остается предыдущий результат. И вот сейчас, вот когда пошло оно вот так мигание, уже можно мерить температуру. Ну, где-то замерять надо 3-4 минуты. Держать в полости рта вот этот вот наконечник. Ну вот. На этом сегодняшняя наша распаковка закончена. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем покупать вместе. Пока. Ого, чё она так легко вскрылась? Пахнет витаминчиками. Это хрен его знает. Почему она так легко открылась, ребята? Я же ее еще не открывала. Вот здесь должно быть проклейка. Клея вообще нет. Ну, пахнет витаминами. Это уже радует. Надеюсь, что они не просроченные. Боже, где искать?